Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Дейкун. Здравствуйте. Заложенная при создании Королевской площади Мюнхена Кёнигсплац идея символического афинского акрополя, как сосредоточие искусства, науки и культуры, в наши дни воплотилась в мюнхенский арт-квартал Кунст-Ареал Мюнхен. Как и в предыдущем сюжете, посмотрим вначале на карту-схему района Королевской площади и Мюнхенского арт-квартала. Сиреневым цветом отмечены музеи и художественные собрания мирового уровня. Светло-фиолетовым – высшие учебные заведения, галереи, научные и культурные учреждения. На схеме отмечено 57 объектов. И снова начну свой рассказ с Королевской площади. С нее за деревьями между глиптотекой и пропилеем видно здание терракотового цвета. Это очень интересное художественное собрание Мюнхена. Муниципальная галерея в Ленбах-хаусе. Муниципальная галерея является частью художественного квартала Мюнхена, который включает 18 музеев и выставочных залов, около 40 галерей и 6 университетов. Галерея расположена в бывшей вилле принца-художника Франца фон Ленбаха и внесена в список памятников архитектуры Кунст-Ареала Мюнхена. Вилла была построена в 1887-1891 годах по проекту архитектора Габриэля фон Зейдля с участием самого Ленбаха. Вилла имела L-образную планировку, здание-студия и основное здание, перед которыми был разбит сад с фонтанами. И здание и сад, созданные по образцу итальянского возрождения в флорентийском стиле, является примером позднего историзма в архитектуре, со множеством декоративных элементов, основанными на античных образцах. Роскошная внутренняя обстановка включала античные скульптуры, средневековые картины, гобелены и ковры, а также копии античных произведений искусства. Свою виллу Ленбах намеревался сделать центром искусства в Мюнхене и объединить европейское искусство с современностью. Добившись всего своим упорством, Ленбах в конце XIX века стал очень популярным и авторитетным немецким художником, особенно как портретист, за что и получил свое прозвище «Принц». Дружил со многими художниками, деятелями науки и культуры, а также политиками, оставив большое количество их портретов. Портреты Отто фон Бисмарка из коллекции музея, с которым Ленбах дружил, создав около 80 картин с его изображением, а также огромное количество эскизов и набросков. Именно с балкона этой виллы в 1892 году Отто фон Бисмарк, уже будучи в отставке, принимал овации мюнхенской публики. Портрет историка Теодора Момзена, первого немецкого лауреата Нобелевской премии по литературе от 1902 года, за капитальный исторический труд «Римская история», не потерявший своего значения и спустя 100 лет. Через 20 лет после смерти Ленбаха в 1924 году его вдова Шарлотта продала дом городу вместе со всем имуществом, коллекциями и многочисленными картинами самого Ленбаха. Эта покупка позволила Мюнхену наконец создать свою муниципальную художественную галерею для демонстрации художественного наследия Мюнхена. Галерея была расширена в 1927-1929 годах по проекту архитектора Ганса Грасселя. К ней было добавлено северное крыло, выдержанное в стилистике всего комплекса. В 2009-2013 годах дом Ленбаха подвергся масштабной реконструкции и расширению по проекту и под руководством лондонской архитектурной фирмы Foster & Partners. Среди всемирно известных проектов этой фирмы реконструкция здания Рейхстага в Берлине, стеклянный купол, внутри которого можно ходить, знаменитый лондонский огурец, штаб-квартира страховой фирмы Swiss Re, виадук Мийо на юге Франции, главный офис фирмы Apple Park в Силиконовой долине и множество других объектов по всему миру. Созданное британцами современное здание в стиле минимализма, с новыми пространствами для коллекций и выставок. Концепция проекта состоит в том, что старое и новое здание сливаются в единое целое, перекрываются, как инь и янь, и одновременно разделены световым зазором. Вот посмотрите, как это сочетается. Усиленная 8-метровая инсталляция Олафура Элиассона «Вихрь». Фасад нового здания золотистого цвета выполнен из неокисляющегося медно-алюминиевого сплава, что сочетает его с цветовой гаммой исторической виллы. Некоторые комнаты основных помещений старой виллы Ленбаха сохранились в первозданном виде, а от первоначальной архитектуры виллы неизменно сохранилось только здание студии. С 1994 года в состав музея входит Кунстбау, подземное выставочное пространство над станцией метро Кёнигсплац, где проводятся сменные специальные выставки.
В настоящее время помимо коллекции картин самого Франца фон Ленбаха и живописи Мюнхенской школы, здесь представлены образцы дрезденского романтизма, берлинской и дюссельдорфской школ, барбизонской школы во Франции, а также работы таких групп, как «Синий всадник», основанной Василием Кандинским и Францем Марком в 1911 году, движение «Новая объективность», появившегося на рубеже 10-20-х годов 20 века, и многих других, отражая весь спектр жанров, техник и направлений в художественном творчестве, а это около 30 тысяч произведений искусства от 18 до начала нашего времени. Насладившись искусством нового и новейшего времени в галерее, вы можете погрузиться в эпоху еще более древнюю, чем шедевры глиптотеки и античного собрания. И для этого далеко ходить не надо, а просто обратно пересечь Королевскую площадь и завернуть за угол. А здесь вы окажетесь возле Государственного музея египетского искусства в Мюнхене. Это третья специализированная коллекция египетских древностей в Германии. В ней представлены экспонаты всех периодов Древнего Египта, от архаической до коптской, христианской эпохи, а также отдельные артефакты соседних культур Нубии, Ассирии и Вавилонии. Открытое в 2013 году здание, спроектированное архитектором Петером Бемом, происходящее из семьи потомственных архитекторов, несет на себе двойной функционал современности и древности. Это выдающийся пример минимализма с элементами структурного экспрессионизма. Левая часть здания с его открытым наземным ходом из стекла является частью, где расположен университет телевидения и кино. В 2024 году университет был единственной немецкой киношколой, вошедшей в список 15 лучших мировых киношкол, по версии ведущего журнала в сфере киноиндустрии The Hollywood Reporter. Среди его выпускников лауреаты многих престижных кинопремий, в том числе и Оскара. Например, кинорежиссер и продюсер Роланд Эммерих, известный многим зрителям по фильмам «Универсальный солдат», «Звездные врата», «День независимости», «Годзилла», «Патриот», «Послезавтра» и многих других. Архитектор Петер Бем блестяще вписал здание в контекст классицизма Кёнигплац. Бетонный входной пилон по своим пропорциям и расположению соотносится с расположенными рядом пропилеями Лео фон Кленца. Это как бы современный диалог Древнего Египта с античностью, выраженный через современные материалы. Расположенный с левой стороны здания вход в музей в пилоне, похожим на пилоны древнеегипетских храмов, позволяет войти вовнутрь, спускаясь по широкому наклонному пандусу, напоминая своими масштабами и спуском в глубину древнеегипетские гробницы и храмы. Большая часть музея находится под землей, и для освещения подземных залов естественным светом используются световые колодцы и атриум, стилистика которого перекликается как с перистилями античности, но еще в большей мере с великой колоннадой Луксора или колоннадой Карнакского храма. Использование голого бетона как основного декоративного и конструктивного материала, выглядящего благородно и монументально, подчеркивает сакральный характер экспозиции, что создает у посетителя атмосферу погружения в гробницу или сокровищницу. В отличие от многих музеев, Мюнхенский музей позиционирует себя как музей искусства, и именно так подобраны экспонаты. Так сложилось исторически из-за собраний, которые впоследствии составили коллекцию музея. Здесь представлены экспонаты по принципу эстетической ценности. Хотя в его фондах около 8 тысяч предметов, что несравнимо меньше, чем в Каире, Лондоне, Берлине или Турине, но и среди них находятся уникальные артефакты египетской истории. Одна из древнейших трехмерных скульптур Египта, стоящая фигура женщины из известняка, так называемая богиня города, протодинастический период около 3000 года до нашей эры, как предполагает из района священного города Абидос. Это двойная статуя фараона Ниусерра из 5-й династии Древнего Царства около 2390 года нашей эры, уникальна в мире скульптуры. Она изображает одного и того же фараона дважды, справа в молодости и слева в более поздние годы. Имя этого человека знает или слышал почти каждый в мире, но вот в лицо мало кто знает. Его изображений сохранилось только два. Одно маленькое из Каирского музея, и вот это из Музея египетского искусства Мюнхена. Голова фараона 4-й династии Хеопса, Хуфу, около 2600 года до нашей эры. Вот только вдумайтесь. От человека, создавшего грандиозное сооружение, Великую пирамиду, которая на протяжении более 3 тысячелетий была самой высокой постройкой на Земле, сохранилось только два изображения.
Голова сфинкса с лицом фараона Среднего Царства Синусерта III из гранита с юношескими чертами лица около 1870 года до нашей эры. Синусерт III – фараон, распространивший египетское влияние в Нубии аж до третьих нильских порогов. Фараоны последующих столетий сохраняли воспоминания о его завоеваниях в Нубии и почитали его в египетских храмах Нубии в качестве бога, покровителя этой страны. С тех пор в Нубии начинается время египетской цивилизации, с ее постройками и не только. Сейчас эта скульптура – одна из визитных карточек музея, и ее изображение вынесено на буклеты, посвященные экспозиции. Голова женщины фараона Хатшепсут в царском платке Немеси из розового гранита около 1460 года до нашей эры. А это чаша фараона Тутмоса III, пасынка царицы Хатшепсут. Старейший из достоверно датируемых стеклянных сосудов в мире. Чаша в форме цветка лотоса с тронным именем фараона Тутмоса III около 1450 года до нашей эры. Эта чаша не для питья, а для ароматических мазей. Тутмос III самый великий из египетских фараонов. В ходе военных походов Тутмоса Египет превратился в могущественную мировую сверхдержаву своего времени. Вместе с подчиненными территориями, протянувшуюся с севера на юг на 3500 километров, от Нубии до Ефрата. За достигнутые при нем рубежи как на севере, так и на юге не вышел ни один из его преемников, даже великий пиарщик Рамзес II. Это скульптура Тутмоса из собрания Туринского музея, а вот Рамзес II есть и в Мюнхенском. В собрании хорошая коллекция деревянных саркофагов разных периодов и стилей. Конечно, не такие, как у Тутанхамона, но все же. Верхняя часть крышки саркофага царицы Сад-Джехути, дочери Тота, изготовлен из прочного сикиморового дерева, сверху позолоченный. 17-я династия около 1575 года до нашей эры. Маска саркофага царицы Сад-Джехути сохранилась полностью. Голова в парике Хатхор, лицо с глазами из мрамора и обсидиана с медными веками. Кроме того, внутренняя сторона маски саркофага содержит самую старую известную версию Фиванской книги мертвых. Книга мертвых по Джухеру, папирус периода Птолемеев 3-2 века до нашей эры. Это один из так называемых индивидуальных папирусов книги мертвых, изготовленных для конкретного человека, в данном случае для египтянина по имени Паджухеру, вероятно жреца или чиновника позднего Египта Птолемеев. Перед 8-метровой витриной с папирусом установлен интерактивный передвижной монитор, на котором иероглифы дословно переводятся и объясняются в контексты. Папирус книги мертвых по Джухеру, написанный справа налево иеротическим письмом, содержит более 100 изречений из книги мертвых. Эти сандалии из папируса сделаны в период 19-й египетской династии, около 1200 года до нашей эры, во времена, когда жили и правили великие фараоны Сети I и Рамзес II Великий. А вот эта небольшая фигурка, что посередине, высотой всего 32 сантиметров, входит в число старейших литых металлических скульптурок Египта. Стоящая и в то же время идущая фигурка высокопоставленного чиновника, посеребренная медь. До Троянской войны еще более полутысячелетия. Есть коллекции и предметы из драгоценных металлов. Вот, например, это прекрасное изображение бога Гора в образе сокола с двойной короной Верхнего и Нижнего Египта из электрума, белого золота, сплава серебра и золота позднего периода 27-я династия около 500 года до нашей эры. Есть и ювелирные украшения. Вот это золотое колечко Рамзеса II Великого. Но, конечно, жемчужиной этой части коллекции являются украшения царицы Амани-Шакета, рубежа нашей эры из некрополя Мерои, столицы царства Куш в Нубии. Эти украшения были обнаружены авантюристом Джузеппе Ферлини в 1834 году в пирамиде царского некрополя Мероя в современном Судане. Чтобы извлечь их, Ферлини разрушил пирамиду царицы Амани-Шакета, взорвав ее. В 1839 году Людвиг I приобрел половину найденного сокровища для своей коллекции в Мюнхене. Вторая половина золотых украшений клада оказалась в Берлине, теперь в его египетском музее. Коллекция Амани-Шакета состоит из золотых украшений высочайшего уровня. Это и массивные ожерелья, и браслеты, и перстни, и амулеты. Качество обработки золота настолько высокое, что долгое время в Европе не верили, что это африканская работа. Очень важный момент – характерный стиль. Это не просто египетское влияние. Это смешение трех традиций – египетской, местной нубийской и частично эллинистической.
изображения египетских богов с местными чертами, необычные пропорции фигур, сложные символические композиции. Особенно поражает техника исполнения, тончайшая зернь, микроскопические золотые шарики, филигрань, инкрустации цветными камнями. Это уровень, сравнимый с лучшими изделиями Египта и Средиземноморья. Вот посмотрите на этот браслет с изображением крылатой богини Мут. Ожерелье из золота с изображением креста Ангха, символа жизни, бессмертия и мудрости. Оно и сейчас смотрится. Но не золотом единым интересная экспозиция. В зале музея, посвященному древним цивилизациям Ближнего Востока, можно увидеть подлинное изображение идущего льва со знаменитой дороги процессии Вавилона, шедшей от ворот богини Иштар. Сами ворота восстановлены и экспонируются в Пергамском музее Берлина. Шагающий лев, священное животное богини Иштар, выложен цветным глазурованным кирпичом, создан около 580 года до нашей эры. В этом же зале находятся знаменитые ассирийские барельефы из северо-западного дворца царя Ашур-Насир-Пала II в Кальху, Нимруде, неоассирийского периода около 1870 года до нашей эры. Изготовленные из масульского алебастра изображения крылатых бородатых гениев, в ассирийской мифологии духов-хранителей, людей, предметов местности. Хранящиеся во многих мировых музеях, эти барельефы избежали уничтожения от боевиков исламского государства, чего нельзя сказать о руинах Нимруда. Их боевики срыли динамитом и бульдозерами. Вот такой он музей египетского искусства в Мюнхене. Связующим звеном между университетом телевидения и кино и музеем египетского искусства, который расположены в одном здании, является 3,6-метровая алюминиевая скульптура Present Continuous, настоящая длительная, голландского художника Хенка Виша. Скульптура изображает фигуру человека, склонившуюся вперед, смотрящую вниз посредством красного лазерного луча сквозь землю, как бы в музее, расположенный под лужайкой. Таким образом, прошлое и настоящее связаны между собой. Эта скульптура входит также в пространство парка скульптур Пинакотек, размещенный в окрестностях старой Пинакотеки, новой Пинакотеки и Пинакотеки современного искусства. Скульптуры призваны популяризировать эти художественные коллекции и одновременно обогащать и объединять в единое пространство. Здесь размещены многочисленные работы выдающихся скульпторов 20 века, преимущественно в области абстрактного искусства, таких как Герман Хан, Берхард Бликер, Генри Мур, Ханс Вимер, Фриц Кёник и многих других. Как бы в середине этого парка скульптур, как раз напротив музея египетского искусства, и находится старая Пинакотека, одна из самых известных галерей мира, в которой представлены произведения мастеров от средневековья до середины 18 века. Здание построено в 1826-1836 годах архитектором Лео фон Кленце, и на момент постройки было самое современное музейное здание 19 века. Лео фон Кленце – автор и глиптотеки, о которой я рассказывал в предыдущем сюжете. Название Пинакотека с греческого переводится как «зал, где хранятся картины». Фонды старой Пинакотеки составляют около 9000 произведений, из которых около 800 картин находятся в постоянной экспозиции в 19 залах и 47 галереях. Остальные находятся в запасниках и экспонируются на временных выставках. Это художники-представители немецкой, ранее нидерландской, голландской, фламандской, французской, итальянской, испанской школ живописи. Для перечисления всех великих и их произведений необходим отдельный рассказ. Расскажу лишь о некоторых. Начало коллекции Пинакотеки было заложено в 16 веке баварскими герцогами. И вот одна из первых картин коллекции, знаменитая битва при Александре, Альбрехта Альтдорфера. Сюжет многим из вас известный по урокам истории, но малоузнаваемый, несмотря на указания и подсказки на самой картине. Кстати, одна из любимых картин Наполеона Бонапарта. На картине изображен знаменитый момент битвы при Иссе между войсками Александра Македонского и персидского царя Дария III. Альтдорфер отобразил это сражение, изображая людей в реалиях своего времени. Одежда, доспехи, оружие – это скорее фэнтези на тему этого сюжета. В то время как мозаика из Помпеи, созданная на 1500 лет ранее, выглядит более реалистично и документально. Вот что происходит, когда побеждает варварство. И человечество, потеряв знания и культуру античности, проходит через темные века Средневековья, чтобы начать восстанавливаться в эпоху Ренессанса. Старая Пинакотека обладает самой обширной коллекцией ранней немецкой живописи. В
в том числе работы Лукаса Карнаха-старшего, Ганса Гальбейна-старшего, Адама Эльсхаймера. Кстати, он был первым художником, изобразившим звездное небо почти вживую, а Млечный Путь как скопление бесчисленных отдельных звезд. Матиаса Грюневальда и многих других. В собрании находится и одна из ранних работ великого Леонардо да Винчи – «Мадонна с гвоздикой». Еще одна ранняя работа еще одного гения – «Мадонна Темпи» Рафаэля. По мнению искусствоведов, это одно из самых красивых изображений Мадонны начала XVI века. И, конечно же, произведения Альбрехта Дюрера, среди которых триптих «Алтарь Паумгартнера», классические «Четыре апостола», автопортрет в меховой шубе, надпись на котором на латыни в переводе означает: «Итак, я Альбрехт Дюрер из Нюрнберга. В возрасте 28 лет написал свой портрет в реалистичных цветах». А еще Эль Греко, Питер Пауль Рубенс. Собрание его работ насчитывает 72 картины и является крупнейшим в мире. Для них отведен отдельный зал. Диего Веласкес, Рембрандт, Тициан, Антони ван Дейк, Питер Брегель-старший, один из моих любимых художников. А его картина «Страна коконь», мифическая страна изобилия, для многих и сейчас ориентир. Никола Пуссен, Петер Кандид. Только для перечисления всех необходим отдельный сюжет. И еще одна маленькая заметка. Великие часто сотрудничали и создавали вот такие шедевры. «Мадонна в венке из цветов» Питера Пауля Рубенса и Яна Брейгеля-старшего, сына Питера Брейгеля-старшего. «Мадонна в венке из цветов» считается одним из величайших достижений такого равноправного сотрудничества. Но закончить рассказ о собрании я хочу двумя картинами французского художника XVIII века Франсуа Буше, которого многие знают по знаменитой картине из Лувра 1742 года «Диана после купания», и одного из тех, по чьим эскизам создавался фарфор европейских заводов, таких как Севрский, Мейсонский и других, в любимом женщинами стиле рококо. Маркиза де Помпадур и отдыхающая девушка, другое название блондинка Одалиска. На картинах изображены две любовницы французского короля Людовика XV, Маркиза де Помпадур и Мари Луиза О'Мёрфи. После 2 лет любовных отношений даже внебрачной дочери от короля, Мари Луиза О'Мёрфи попыталась вытеснить влиятельную любовницу мадам де Помпадур, но проиграла эту борьбу, вышла замуж за дворянина и отошла от двора, что в итоге ее и спасло. Во время французской революции она отделалась легким испугом за эту связь и дожила спокойно в Париже до следующего века. Чего нельзя сказать о еще одной фаворитке Людовика XV, графине Дюбари, которая поплатилась головой. После создания старой пинакотеки король Людвиг I Баварский в исполнение своей идеи о Мюнхене как средоточии науки и искусства построил новую пинакотеку, которая стала первой в мире на тот момент галереей современного искусства. Старое здание, построенное в 1853 году по проекту Фридриха фон Геттнера, было разрушено во время Второй мировой войны и сейчас заменено на новое, постмодернистское, по проекту архитектора Александра фон Бранка, которая открылась в 1981 году. Но с того времени и новая пинакотека потребовала масштабной реконструкции, которая началась с 2019 года и, как ожидается, продлится 10 лет. В рамках реконструкции новой пинакотеки будут внесены изменения в фасад, создан безбарьерный вход через стеклянный куб, будет перепроектировано фойе. Кроме того, открытый внутренний двор будет накрыт. Это добавит музею около 200 квадратных метров полезной площади, в то время как выставочная зона останется без изменений. На сегодняшний момент ее экспозиция размещена в стенах старой пинакотеки. Новая пинакотека посвящена европейскому искусству конца 18-го, начала 20 века. В ее постоянно меняющейся экспозиции демонстрируется более 400 работ, из коллекции, насчитывающей более 3000 картин и 300 скульптур. В собрании новой пинакотеки представлены произведения всех течений в изобразительном искусстве этого периода и одна из впечатляющих мировых коллекций импрессионизма. Это картины Франциско де Гои, Томаса Гейнсбора. В музее сейчас хранится 5 его работ, больше, чем в любом другом музее континентальной Европы. Анри де Тулуз-Лотрека, Эдуарда Мане,
Клода Моне, Пьер Огюста Ренуара, Камиля Писсара, Винсента Ван Гога, в том числе и знаменитые подсолнухи, изображения которой пчелы предпочитали чаще других изображений картин с цветами в эксперименте ученых Лондонского университета королевы Марии. Оноре Домье, Густава Климта, скульптуры Жоржа Минне, Рудольфа Шадова, Фрица Бена, Пабло Пикассо, Агюста Родена и многих других. Рассказывать о картинах и скульптурах – дело неблагодарное. К тому же, придя в старую пинакотеку в воскресенье, за 1 евро вы сможете посетить оба собрания. Так по планам будет до конца 2029 года. А закончить эти заметки о звездных местах Королевской площади и Мюнхенского арт-квартала я хочу одной позитивной картиной из старой пинакотеки, которая уже 300 лет вызывает улыбку, поднимает настроение и затрагивает добрые нотки в душе каждого. Близнецы в возрасте 33 недель. Ее авторство приписывается голландскому художнику 17 века Айлберту Кёйпту. На картине изображены 2 младенца из состоятельной семьи, одетые одинаково, сидящие на детских стульчиках, с коралловыми браслетами на руках для защиты от всех болезней, держащие погремушки и излучающие в мир вокруг себя неподдельную радость бытия. Я думаю, эта картина заставит вас улыбнуться. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. До свидания.